Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. 2025 год, год змеи. Второй расклад. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем. И 2025 год змеи, как я сказала, достойное продолжение 2024 года. И значит, год дракона, в котором мы сейчас, на момент моего расклада, находимся. Это год, который может свидетельствовать о очень глубоких переменах в вашей жизни. И вот те начинания, которые мы не смогли по разным причинам осуществить, но, может быть, это уже в нашей душе, как само по себе намерение сформировалось, или вы приступили к какому-то проекту, но не завершили, или не достигли какой-то вершины, как вы планировали, вот вы сможете продолжить. Змея, она мудрая. И поэтому для всех нас новая организация с каким-то более мудро-умным подходом, реализация собственных планов в 2025 году будет как раз продолжена. Давайте мы узнаем, какие энергии видят карты. Конечно, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. У нас 3 колоды. И мы на каждой колоде создадим из 3 карт триплет. Но вот первый вопрос. Что завершится в 2025 году? Или от чего вы откажетесь сами? Или то, что вы сможете довести уже до какой-то вершины, получить результат, сыграть последний аккорд или для себя с чем-то определиться? Вот что это будет значить? Каковы энергии вот этого действия? А что нового войдет в вашу жизнь? Чем запомнится вам 2025 год? Или важное событие? На второй колоде Золотого Таро первая карта будет называться «Неожиданности». С чем это может быть сопряжено? Итак, неожиданности, как видят карты. Возможное. Что будет вас радовать, мои дорогие скорпионы? Что вам будет помогать? Какие энергии? И третья колода. Что вам может помешать? Такую карту мы тоже должны достать. Что может помешать скорпионам в 2025 году? Событие, которое изменит вашу жизнь. Какая сфера, где произойдут эти изменения? И последняя карта – событие, которое заставит измениться вас. Давайте будем узнавать, что же завершится. Но здесь что-то не завершается, скорее всего. Да, может быть, приходит какое-то известие. Или по этой карте мы набираем темп, почему я сказала, что не завершается. И где-то все то, что я говорила до карт, продолжается, но в какой-то новой организации вашей жизни. Хотя это может быть именно по 8 жезлов, как обстановка вокруг вас, мои дорогие скорпионы, которые способствуют тому, чтобы вы какое-то очень важное решение приняли в вашей жизни. Может быть, у кого-то это готовность конкретного документа, который вы ожидали. И может быть, что-то вы долго ждали как раз. Но у вас получается это осуществить. И, наверное, темп вы будете набирать только в 2025 году. Возможно, это в 2024 году был период самих по себе перемен, быстрых смен событий или быстрых новостей, когда вам приходилось как-то реагировать, подключаться в решении того или иного вопроса. Или какие-то внезапности у вас были, внезапные перемены были. И здесь вы тоже где-то это будете завершать и отстраивать совершенно другое новое качество жизни. Но я не могу сказать, что здесь что-то завершится. Нет, тут будет, правда, что-то продолжено, но в совершенно другом качестве, в другом ключе. Что же нового войдет в вашу жизнь? Карта императрицы. Символ нового «Я». По этой карте наши идеи, которые мы воплощаем в реальной жизни.
По этой карте у кого-то, мои дорогие девочки, рождение ребенка может быть. Для кого-то из вас создание нового союза, личного, новой любви. Для кого-то из вас это ваша сильная позиция. По карте императрицы нет ничего невозможного. Несколько другие энергии. Императрица, она больше направлена на то, чтобы договориться или как-то обойти острые углы. Когда не хочется никому ничего доказывать, по одной причине: я не хочу себе вредить. Безусловно, старший аркан, который говорит, если мы спросили, что нового войдет в вашу жизнь, на самом деле другая организация жизни, с другим статусом, это статусная карта. У кого-то это может означать получение новой должности, причем достаточно высокой. И когда в ваших руках будет больше возможностей что-то организовывать, влиять, может быть, на процесс работы, процесс вашего творчества, организовать бизнес с нуля. Здесь, что бы вы ни задумали, по сути дела, идет реализация. Самореализация такая в каком-то высшем смысле, мои дорогие скорпионы. Но и, безусловно, без внимания вопросы личной жизни оставить нельзя. Вы должны быть просто счастливы. Вот об этом нам говорит карта. Чем же вам запомнится важное событие 2025 год? Десятка мечей, когда мы закрываем в прошлое дверь. Может быть, вот это наращивание темпа как раз и будет для вас означать, что для многих из вас 2024 мог быть достаточно турбулентным периодом. И вот эта сумятица, какая-то, знаете, как бесконечная смена событий по восьмерке жезлов, она завершается, и вы закроете действительно в прошлое дверь. Когда вы, оглядываясь назад, будете только вспоминать, ну надо же, какой был год, какой был непредсказуемый, может быть, или какой был сложный. Здесь останется просто как воспоминание. И то воспоминание, которое не очень-то будет где-то о себе напоминать. Все же десятка мечей – это всегда карта завершения. Причем завершение такого, когда у нас не все получилось осуществить. И это новое начало. Эта карта может говорить о прозрении, поэтому, может быть, изменятся ваши взгляды. По карте императрица, если мы спросили, что нового входит в вашу жизнь, вы меняетесь сами, мои дорогие скорпионы, и меняется ваше мышление, меняется ваши отношения и взгляды, как и на жизнь. Может быть, меняется ваш социум, меняется организация вашего быта, вашего труда. Очень многие составляющие будут изменены в 2025 году. Кто-то из вас изменит имидж свой, причем настолько, что вас, может быть, люди, кто давно знает, перестанут узнавать. Вы действительно закроете в прошлое дверь в чем-то от начала до конца. Какую-то, может быть, и внутреннюю работу над собой многие из вас проведут именно потому, что вам самим что-то надоело. Не хочется оглядываться назад. Вот этим и запомнится год. Вы в новом качестве. Давайте посмотрим, каковы неожиданности. Аркан сила. В вашей власти практически все. Но, наверное, как по аркану императрица, себе не навредить. Вы можете прочувствовать, что я в других энергиях, вот все то, что я только что говорила. И если прежде были сомнения, может быть, вы не могли приступить к какому-то проекту, или вы не решались себя именно где-то изменить, отношение, может быть, к чему-то или к кому-то, то вы здесь это как раз проходите, эту трансформацию, мои дорогие скорпионы, и вы видите, насколько больше бонусов вам открывают новые перспективы или вот этот ваш новый статус, новое отношение к миру, к себе, к новым возможностям, к новому какому-то жизненному драйву. И еще один старший аркан, причем очень значимый аркан, когда нет для вас ничего невозможного. Все зависит, или фокус как раз в том, как вы с этим совсем провзаимодействуете. Да, это карта великого манипулятора. Да, эта карта нам говорит, обратите внимание, у прекрасной девы лев находится на коленях. Лев – это всегда прообраз нашего эго. И вот это эго как-то вы причесываете, вполне вероятно, именно из желания себе не навредить. Это не значит, что мы
что-то в себе подавляем. Нет, мы становимся более продуманными для того, чтобы какие-то вопросы нам было решать проще. Мы больше договариваемся, мы лучшие дипломаты по этой карте, когда сами возможности через дипломатию, через эмпатию, через умение договориться, они как будто удваиваются. Правда, вот какие неожиданности. Ну, даже затрудняюсь тут сказать, какие могут быть неожиданности, разве то, что со знаком плюс, когда вы в себе какие-то новые силы находите, мои дорогие скорпионы. Правда, нет ничего невозможного. Скорпион так и так, маг и волшебник. И где-то просто смена парадигмы происходит в 2025 году. Что вас будет радовать? Правильное взаимодействие. Двойка монет. Вас будет радовать какой-то, может быть, новый бизнес-проект. Вас могут радовать новые отношения. Новая концепция построения отношений с людьми, безусловно. Обратите внимание, в этой карте в Лимнискате 2 пентакля. То есть какая-то новая игра вас будет радовать. Конкретно иногда это проходит. И, может быть, правила этой игры установите вы. Игра, если мы говорим карта императрица, она со всеми готова договориться или себе не навредить. Поэтому, исходя из этого, в какой сфере жизни вы бы это не переложили правила, у вас как раз получится осуществить любое ваше дело. Правильное взаимодействие в конечном итоге и будет где-то означать вот ту игру, которую будете, канву этой игры, будете вести вы сами. Ну, может быть, и карта нам говорит: надежные люди, безусловно. Может быть, что будет вас радовать сам по себе выбор, безусловно, вас будет радовать. Это всегда плюс, когда у нас есть из чего выбирать. И конкретное значение этой карты — работа в радость. Баланс между работой и отдыхом. Вот такие две важные составляющие вас будут радовать. Больше возможностей. Что же вам будет помогать? Семерка монет. Где-то неспешность, неторопливость, когда вы строите свой фундамент. Пентакли у нас растут на дереве, деньги в рост. У кого-то из вас, может быть, вы пойдете учиться, приобретать новые знания. Кто-то из вас сменит график работы, вот это точно. Кто-то будет работать на дому. Для кого-то будут интересны, может быть, IT-технологии или посредством интернет. Кто-то из вас изменит статус, и значит, вы станете руководителем, такое тоже могу предположить. Карта предполагает постепенный какой-то рост. Нет здесь ломки шаблона резкой. Вот посмотрите, она где-то произошла в 2024 году. Или, может быть, вы сейчас чувствуете, у вас сейчас это происходит. И значит, не мешайте высшим силам отстроить какое-то ваше счастливое будущее, мои дорогие скорпионы. Поэтому неспешность какая-то вам, в принципе, как и помогает, так и радует. А у кого-то конкретно дивиденды, может быть, деньги в рост. Новые способы заработка. Это и помогает, это и вдохновляет, и вообще это сильная позиция. Ведь деньги у нас на семерке монет растут на дереве, а дерево уходит корнями вглубь. Какая-то надежная позиция вам именно помогает. Что может помешать? Неверие. По этой карте могут помешать и люди, безусловно. Но у вас сильная позиция. Расслабляться нельзя. Семерка мечей нам всегда говорит о том, что мы не будем избавлены от каких-то прохвостов, мои дорогие, но вы как раз можете таких просчитать. Может быть, для вас, мои дорогие скорпионы, если уже мы так конкретно, что может помешать? Какое-то явно открытое манипулирование. Вверху аркан сила. Это тоже манипулятор. И мы об этом с вами сказали. Но вот лев, возвращаясь к этому значению, который символ эго, и он на коленях у девушки. Вот это эго не должно помешать. И, видимо, важно будет не как вы будете настаивать на своем, а как вы обойдете какие-то острые углы. Как вы сумеете, может быть, выявить вот этих вот не самых искренних и честных людей, но никогда вы им как вызов, или говорите им откровенно: ты вот мошенник, к примеру, или ты прохвост, или ты обманщик, например. А когда вы как-то красиво уйдете от этого вопроса, когда вы не обострите какой-то конфликт,
Когда вы себе не навредите, даже сделаете выводы, просто пойдете дальше. Вам будет помогать, когда вы предвидите где-то ситуацию, в которой вас могут обмануть. И опять же, вы не бросаете кому-то обвинения, а красиво забираете свое и уходите из какой-то сложной ситуации или из сложных отношений. Вы играете действительно, вы создаете свою игру. А если вы действуете более, ну, где-то так открыто или явно, или в каких-то более резких энергиях пытаетесь кому-то что-то доказать, вот это вам будет мешать. Знаете, есть в этой карте такое значение жить по своим правилам или быть независимым. Но в позиции, что может помешать. Поэтому какая-то, знаете, ярко выраженная ваша независимость, когда я сам по себе или сама по себе, или вы кому-то заявить можете, будет так, как я хочу. Вот это не поможет. Поэтому быть дипломатом точно помогает. События, которые изменят вашу жизнь. У кого-то это может быть, вот как интересно, да, партнерские отношения, карта императрицы, а рыцарь чаш – это какой-то конфетно-букетный период, или это карта эмпатии, карта радости, карта комплиментов, карта хорошего настроения. Вообще в целом больше хорошего настроения и позитивных моментов на 2025 год. Да, есть еще какие-то люди, мы не отменим разных людей в нашем окружении или с кем нас будет сталкивать судьба. Но, в принципе, добрых людей больше. И, может быть, вы будете брать фокус именно на тех, которые надежны, с которыми вам приятно общаться. И будет в вашей жизни как минимум один такой человек. А я бы сказала, личная жизнь, как вы ее организуете, будет влиять на ваше качество жизни. У вас может быть какая-то встреча с конкретным человеком, может изменить вашу судьбу, или просто не обязательно это через личную даже жизнь. Может быть, вас даже по работе или как новый друг, подруга вам откроет на взаимодействие с миром, с людьми, как откроют какие-то новые горизонты, новые возможности на мир, на вас самих, на продолжение какого-то вашего проекта. Вот вы другими глазами что-то увидите. И это для вас будет и означать то чудесное вдохновение, когда не захочется оставаться вот в этой десятке мечей. Больше позитивного, счастливого приходит на ваш порог, это однозначно. И, кстати, если мы говорим конкретно про эту карту, мы не строим каких-то долгосрочных планов, а мы просто наслаждаемся моментом, когда мы учимся радоваться в моменте здесь и сейчас. Мы учимся радоваться даже мелким каким-то своим собственным победам или тому, что у нас получилось осуществить, не забегая намного вперед. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и не всегда мы можем просчитать на далекую перспективу. Давайте узнаем события, которые заставляют измениться вас или сфера жизни. Вообще удивительно. Девятка чаш, посмотрите. Безусловно, финансовая сторона вопроса вас будет радовать. Это может быть смена статуса для кого-то из вас, когда конкретно увеличится ваш финансовый доход, и вы себе сумеете позволить что-то большее, нежели вы сумели позволить в предыдущий период. Это карта самодостаточности, когда мы вообще, в принципе, с учетом семерки монет, мы никуда не торопимся. У нас есть надежный прочный фундамент, у нас есть надежный прочный тыл. Это для нас убирает какую-то турбулентность. Это убирает какую-то, знаете, неопределенность. Или вот жизнь, мы говорим, бывает иногда похожа на американские горки, то вверх, то вниз. А вот этого здесь нет. Здесь есть уверенное спокойствие. В дне сегодняшнем, в дне завтрашнем. И где-то, безусловно, это будет через финансовую составляющую к вам приходить, но еще и одновременно новые возможности. Смена статуса для вас – мои дорогие скорпионы, у кого-то через работу, у кого-то через личную жизнь, а для кого-то просто одна сфера жизни начнет меняться, и она подтянет все остальные. Для кого-то из вас, с учетом восьмерки жезлов первой карты, вы осуществите переезд. Может быть, в то место, где вы всегда хотели бы жить, находиться.
И это тоже поменяет, как и круг вашего общения, ваши новые возможности, откроет новые перспективы, новый социум для вас. Да вы тут настолько себя можете изменить, что действительно, оглянувшись назад, вы сами себя не узнаете. Удивительно многообещающий год, причем совершенно в других энергиях, мои дорогие скорпионы. Я вас люблю, и вы будьте счастливы и любимы всегда.